Сейчас каждый день появляются новости о том, что власти в России арестовывают политических активистов и революционеров. Каждый такой политический процесс сопровождается громким приговором, большим сроком и статьями в средствах массовой информации, а также криками людей о том, что все пропало и протестное движение уничтожено. Я поэтому думаю следующее. Для революционеров в России единичные распиаренные случаи – это скорее оптимистичная новость, чем ужасная. Патрушев и его окружение используют тактику медиазапугивания, а не массовые веерные аресты и задержания. Потому что могли бы без лишнего шума арестовать и 5000 человек, да и все. А потом арестовать тех, кто поднимает шум. Так действовали большевики. И их не интересовали медиаэффект в газетах и на радио. Они просто гребли массой всех несогласных. И вот это было куда опасней. Мы сейчас на войне, условно говоря, на Омаха-Бич. Высаживаемся с десантных кораблей и бежим атаковать. Я имею в виду медиа-атаку против войны и умершего Путина. Они отбиваются, кого-то сносят пулеметчики. На Омаха-Бич даже несколько катеров с танками потопили, и они до сих пор на дне океана у пляжей Нормандии. Но это ведь их не спасет. Власть РФ это не спасет. В медийной атаке сейчас участвуют десятки тысяч человек, так или иначе. А чуть погодя, участвовать будут и сотни тысяч. Выбили пока несколько сотен человек, тех, кто против режима. Неприятно, конечно. И очень жаль людей. Но пока это лишь единичные случаи в общей массе. Мы все равно победим. Мы уже прошли большую часть пути. Осталось еще чуть-чуть продержаться. Так что не теряйте веру в победу, друзья. И не уходите в дизмораль. Собирайте активно вокруг себя товарищей и единомышленников. Используйте такие случаи как катализатор, чтобы собрать вокруг себя еще больше людей, которые недовольны путинским режимом и властью чекистов. И на каждый такой вопиющий случай отвечайте повышением активности, а не понижением. И я напоминаю, что огнестрельное оружие все еще продается в магазинах. А с вооруженными людьми, знаете ли, очень тяжело разговаривать с позиции силы и террора. Развитые горизонтальные связи – вот что важно для успешной победы над режимом. Без всякой координации от лидеров оппозиции типа Навального. Сейчас больше важна масса рядовых обычных граждан и даже не очень смелых, но готовых совершать простейшие действия, чем отдельные герои вроде Навального или Яшина. Их жертву народ не оценил, потому что они просто отдались на ровном месте. А вот что ценится – это умение отстаивать свои интересы и не отдаваться раз за разом. Умение отбивать своих и не вести себя как послушное стадо.